Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на моем канале. И, конечно же, особую благодарность хочу выразить всем тем, кто подписался на мой канал. Я надеюсь, и в этом влоге вам будет со мной интересно. Ставьте пальчики вверх и пишите ваши комментарии, мне будет очень приятно. В этот субботний день мы решили с сыном поехать в гости к моей племяннице Полинке. Живет она далеко от нас, и ехать нам где-то 1,5 часа в городе Чивитавеккья. Но самое классное, что этот город находится у моря. И как вы знаете, я обожаю находиться на природе, поэтому мы договорились ездить погулять обязательно вдоль берега. И если честно, мы первый раз решили с сыном уехать куда-то вдвоем и провести целый день вместе. Обычно он всегда с друзьями, а я везде всегда с мужем. И как вы понимаете, озвучиваю я уже это видео после поездки. И могу сказать, что мы так здорово провели время вместе. И это была классная идея. Нужно почаще организовывать поездки вместе. Так здорово, когда дети уже взрослые. Это совсем другое ощущение. Хотя мне иногда так бы хотелось вернуть время назад, когда он был маленьким. Иногда такая ностальгия по этим моментам. Напишите, у кого еще бывают такие моменты, или это только у меня? Хотя любой возраст хорош по-своему. Сейчас уже и он мне может дать где-то совета, где-то поддержать в чем-то. Кстати, насчет ведения канала он не только поддержал меня в этом, он и помог мне и научил меня всему этому процессу. Так что благодаря ему я сейчас веду свой канал. Как видите, любые моменты в жизни хороши по-своему. И хоть в жизни полно проблем и стресса, наверное, нужно просто не зацикливаться на негативе, а больше обращать внимание на положительные моменты. Научиться радоваться мелочам, научиться замечать красоту вокруг нас. И говорю это я не только вам, но и самой себе. Так что давайте будем учиться этому вместе. Ну ладно, вернемся к нашему влогу. Встали мы раненько утром, и так как нам надо было 3 часа терять только на дорогу, хотелось провести больше времени вместе и к ужину вернуться уже домой. После того, как Полинка переехала, мы первый раз ездили ее навещать. Обычно они к нам приезжают, поэтому подарок был за нами. Запаковали подарок и вкусненько позавтракали. Я в кофе добавила немного молока, а сын выпил просто горький кофе. И как я удивилась, когда на дне его чашечки осталось сердечко из кофейной гущи. Что это может обозначать, я не знаю. Кто умеет гадать на кофейной гуще? Напишите, будет очень интересно. Я, конечно же, шучу, но такого я еще не встречала. Даже не хотела мыть эту чашечку. И затем отправились в путь. И вот мы уже заезжаем в город. Город называется Чивитавеккья. Заедем за Полинкой и пойдем гулять. Погуляли мы по магазинам, потом сходили, посмотрели, где она работает. А работает она в книжном магазине. И так как она с детства очень любит читать, эта работа прям для нее. Затем сходили, посидели в баре и потом гулять у моря. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Чивитавеккья – это город в центральной Италии на Тиренском море.
И этот огромный памятник был построен в честь моряков, уходящих в плавание. Есть и похожий в миниатюре, попозже я вам покажу. А на выходе с причала вы можете увидеть старинную крепость Микеланджело. Когда-то ее мощные стены защищали город от морских разбойников. Все побережье – это одна сплошная курортная зона, уютные отели, рестораны с изумительной кухней. И любители отдохнуть на море найдут здесь все, что только можно пожелать. Мне очень понравилось. Мы долго гуляли и даже пофотографировались. Вы знаете, я могла бы часами сидеть и наблюдать за этой красотой. Это как какая-то терапия для меня. В тот день нам повезло, и вдоль берега устраивали ярмарку. И за одной из лавок продавали мед собственного производства. Необычный мед, со вкусом апельсина, со вкусом аниса, со вкусом лесных орешков и даже с нотками мяты. Различные вкусы, глаза разбегались. И мы не могли не купить хотя бы одну баночку попробовать. Через дорогу вдоль берега художниками было расписано прямо на кирпичной стене. Так прикольно. А это цветущая магнолия. Каждый год, когда я весной вижу, как цветет это дерево, я поражаюсь. Еще ни одного листочка на дереве нет, а оно уже полностью засыпано цветами. После прогулки мы поехали к Полинке на обед. Ее парень такой умничка, приготовил очень вкусный обед и даже испек пирог на десерт. После обеда мы сходили к его родителям на чашечку кофе и познакомились с ними. Очень хорошо провели время. Но и в сумерках уже вернулись домой, чтобы успеть к ужину. Вернулись, и я еще успела приготовить быстрый ужин. Беру куриное филе, панировочные сухари и все специи. Обычно я использую черный молотый перец, сухой чеснок и сладкую паприку. И, конечно же, сначала присаливаю.
После этого я обволакиваю филе в панировочных сухарях, выкладываю в форму для выпекания и убираю в духовку. И далее приступаю к салату из цветной капусты. Правда, я ее отварила заранее, еще до поездки. Оставалось только заправить. Беру несколько зубчиков чеснока и мелко нарезаю. Солю. Добавляю немного черного молотого перца, оливкового масла и яблочного уксуса. И все хорошенько перемешиваю. Вот наш салатик и готов. И вот наш быстрый, вкусный и полезный ужин готов. И вот баночка меда, которую мы купили. Как вы думаете, с каким вкусом мы выбрали? И выбрали мы со вкусом лесных орешков. Такой вкус интересный, что-то между медом и нутеллой. И на этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. До скорой встречи!